Сегодня рассмотрим еще один вариант полировки фар. Сразу покажу вам результат полировки и состояние фар до полировки. На фаре были затертости, подтеки от агрессивной автохимии для очистки подкапотного пространства и двигателя. Повреждение покрытия фар получилось по моей неосторожности. Небольшое количество очистителя попало на пластик фары и повредило его, оставив матовые следы. Рекомендую всегда защищать фары перед нанесением очистителя подкапотного пространства. Также я не рекомендую наносить бесконтактный очиститель кузова в большой концентрации на фары. Бесконтактный очиститель также может повредить покрытие фар и оставить подтеки или матовые следы. На канале уже есть несколько видео о полировке фар. В одном видео я показывал, как отполировать передние фары при помощи радиальной полировальной машины. Во втором видео я показывал, как отполировать фары при помощи шуруповерта. В обеих вариантах я применял пасту от 3M. Ссылки на эти видео я оставлю в описании под этим видео. В результате того, что паста от 3M была с содержанием силикона, мы получили небольшую матовую дымку от силикона на поверхности пластика фар. Матовость сошла через 2-3 мойки и фары начали блестеть. Такой полировки мне хватило ровно на 2 года, после чего фары начали мутнеть и приобретать оттенок желтизны. Также на фарах появились затертости и царапины. В этом видео я хочу рассмотреть еще один вариант полировки и защиты фар. Полировать фары мы будем при помощи орбитальной полировальной машины и при помощи паст от Chemical Guys. Я протестировал все номера полировальных паст из комплекта от Chemical Guys, начиная с 32 номера и заканчивая финишным 38 номером пасты, которая убирает голограммы и следы на покрытии. Самым эффективным сочетанием паст при полировке фар получились полировальная паста под номером 32. Эта паста у нас предназначена для устранения глубоких царапин и затертостей на кузове автомобиля и не только. Данная паста является режущей пастой. Далее я применил пасту под номером 36. Паста для удаления средних дефектов, царапин и частично голограмм. Данная паста очень хорошо подходит для полировки фар, и финишировал я пастой под номером 38. Данная паста предназначена для удаления голограмм и следов на поверхности. Для полировки фар это оптимальное сочетание паст. Паста под номером 34 предназначена для удаления средних царапин или дефектов краски. На фарах я не заметил сильно большой разницы. Единственное, что при применении пасты под номером 34 мне понадобилось немножко больше времени в сравнении с пастой под номером 32. Для себя выделил две основные комбинации паст для полировки на следующий раз. Первая комбинация это 32 паста, затем 36 и 38 паста для удаления голограмм и следов. И вторая комбинация паст, но она получилась более затратна по времени. Это 34 паста, затем 36 и 38 паста. Если будете полировать пастой начиная с 34 номера, рекомендую подготовить поверхность фары и пройти 3000 трезаком от 3M. В этот раз я решил завершить полировку фар и нанести на пластик фар воск в 3 слоя. Результат можно увидеть в конце этого видео. Приступим к процессу шлифовки и подготовки фар к полировке. Для шлифовки фар я применял 1500 наждак под воду и 2000 наждак. Сначала я подготовил поверхность 1500 наждаком, затем 2000 наждаком под воду. Не забывайте срезать острые углы наждачной бумаги, чтобы не добавить дополнительных царапин на поверхность фар. Приступаем к шлифовке 1500 наждаком и приступаем к шлифовке 2000 наждаком. Так выглядят фары после шлифовки. Оклеиваем малярным скотчем вокруг фар. Не забываем нанести малярный скотч на опрыскиватели фар, чтобы не повредить поверхность во время полировки. Для полировки фар я использовал только оранжевый круг. При полировке кузова лучше всего применять оранжевый круг для паст под номером 32 и 34, белый круг для паст 36 и 38 и черный круг для снятия голограмм с пастой под номером 38. Начнем полировку фар с пасты под номером 32, наносим на круг равномерными точками, небольшое количество. Далее равномерно распределяем по фаре. Полировку начинаю с минимальных оборотов 1500 и постепенно поднимаю до оборотов 2000-2500. По завершению полировки 32 номером пасты мою круг и убираю остатки полировальной пасты. Микрофибровым полотенцем. Далее я наношу на круг пасту под номером 36. Распределяю пасту по поверхности фары и начинаю полировку. Фары начинаю полировать с минимальных оборотов и постепенно увеличиваю обороты полировальной машины до 2500. Далее удаляю остатки полировальной пасты с поверхности фар и наносим 38 номер пасты.
Начинаем полировку с минимальных оборотов и поднимаем обороты до 3000. После окончания полировки удаляем остатки полироля с поверхности фар микрофибровым полотенцем. Снимаем малярную ленту и удаляем остатки полировальной пасты с кузова автомобиля при помощи микрофибрового полотенца. Добавляю несколько кадров до полировки и после полировки. А вот так выглядят места на фаре, поврежденные химией при очистке подкапотного пространства. Так эти места выглядят после полировки. Далее я приступлю к нанесению воска на фары. Наносить будем в 3 слоя, располировывая между каждым нанесением на поверхность микрофибровым полотенцем. Между каждым слоем я буду выжидать около 10 минут. Далее располировать и снова наносить воск. Оклеиваем вокруг оптики повторно малярным скотчем. Далее наносим первый слой воска и ожидаем 10 минут. Приступаем к располировке микрофибровым полотенцем. Далее наносим второй слой воска, ожидаем еще 10 минут и располировываем. Наносим третий слой воска, ожидаем 10 минут и снова располировываем. Снимаем малярную ленту и удаляем остатки воска с поверхности. Добавляю несколько кадров до полировки, после полировки и после нанесения воска в 3 слоя. Также сделаем один небольшой тест на гидрофоб, результат можете оценить самостоятельно. На этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не забывайте поставить лайк под этим видео и включить кнопку оповещения на канале, чтобы не пропустить новые видео.